состоялся суд над подозреваемыми в убийстве в Анталии азербайджанского вора в законе Надира Салифова, известного в криминальном мире по прозвищу Лоту Гули. Надир Салифов был убит 20 августа 2020 года в ресторане пятизвездочного отеля в Сирикском районе одним из своих близких людей, Хаганом Зейналовым, выстрелом в голову из пистолета. Хаган Зейналов, получивший ранение в результате ответного огня людей Салифова, сбежал из отеля на арендованном автомобиле, которым управлял ожидавший его Амир Гамидли. Салифова, доставленного в больницу после первого вмешательства, прибывших на место происшествия медицинских бригад, спасти не удалось, несмотря на все вмешательства врачей. В ходе расследования групп провинциального управления безопасности Анталии вскоре были задержаны Хаган Зейналов и Амир Гамидли. Подозреваемые, доставленные в полицейский участок Анталии, арестованы по обвинению в умышленном убийстве. В ходе расследования, проведенного группами отдела по борьбе с организованной преступностью Стамбульского полицейского управления по указанию Республиканской прокуратуры, было установлено, что инцидент был совершен с целью отомстить за убийство Равшана Джаниева по прозвищу Равшан Ленкоранский. После того, как было установлено, что к убийству причастны граждане Азербайджана Хаган Зейналов и Амир Гамидли, Али Мавламли, Джамал Гасанов, Джафар Ализаде, Ханым Несамамедова, Намик Джаниев, Расул Гасанов, Умит Наджафов, Джамиль Килеш, Эркан Ашан и адвокат Нурсин Арасоглу, в Стамбуле и в Эрзуруме были проведены операции. В ходе операции были задержаны Али Мавламли, Расул Гасанов, Умит Наджафов и Джамиль Килеш, Эркан Ашан и адвокат Нурсин Арасоглу. Адвокат Нурсин Арасоглу освобожден под судебный надзор, другие подозреваемые арестованы. В отношении Джамала Гасанова, Джафара Ализаде, Ханым Несамамедовой и Намига Джаниева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В обвинительном заключении, подготовленном Бюро по борьбе с организованной преступностью Республиканской прокуратуры Бакыркёй, говорится, что Лоту Гули заказал азербайджанца Равшана Джаниева по прозвищу Ленкоранский, убитого 18 августа 2016 года в Бешикташе. После инцидента была создана организация под руководством Намига Джаниева, брата Равшана Джаниева, состоящая из Джамала Гасанова, Джафара Ализаде и других лиц. С этой целью многие покушения на Надира Салифова и его брата были пресечены силами безопасности. В обвинительном заключении отмечалось, что по указанию Джафара Ализаде он поручил Хагану Зейналову убить Надира. И ему сказали, что для этой цели ему дадут $4 миллиона. Поскольку Надир Салифов был хорошо защищен, Хаган Зейналов был помещен рядом с ним. На протяжении многих лет Хаган пользовался доверием Надир Салифова. По делу об убийстве Надира Салифова также было сообщено, что Амир Гамидли действовал в организованной преступной организации, под руководством обеих организаций. Поручение вождения в указанном убийстве ему было поручено сотрудникам организации Джафаром. За 2 дня до инцидента Джамалу Гасанову сообщили о пребывании в отеле Надира Салифова. В обвинительном заключении было подробно указано, что другие члены организации также выполняли возложенные на них обязанности. В обвинительном заключении, представленном в Бакыркёйский суд по тяжким преступлениям, после расследования было заявлено, что убийство было совершено в Сирикском районе Анталии, и дело было направлено в Манавгатский суд по тяжким преступлениям. Первое судебное разбирательство по делу об убийстве состоялось во Втором уголовном суде Манавгата. В то время как в суде Манавгата были приняты обширные меры безопасности, обвиняемые, которые были задержаны и освобождены под судебным надзором, присоединились к суду через систему аудио- и видеоконференции из тюрем Измира, Текердага, Малты и Эрзурума. Некоторые адвокаты обвиняемых присутствовали на заседании в зале, а некоторые на платформе Секбис вместе с подсудимыми. Арестованный обвиняемый Хаган Зейналов, присутствовавший на судебном заседании, из Измирской тюрьмы во время признания и зачитывания обвинения, не поделился своими адресами, телефонными данными и также своей семьи из соображений безопасности. Хаган Зейналов,
который утверждал, что не убивал Надир Салифова по прозвищу Лоту Гули, сказал: «Надир Салифов был моим близким другом. Он сам пригласил меня в Турцию. Я был его гостем в отеле. Я уже направлялся в Стамбул. Между нами были некоторые проблемы. Это было потому, что Надир хотел, чтобы я украл бизнесмена, который был в Москве. Я не согласился. Вот почему мы спорили. Он ударил меня кулаком. В комнате у него было 8 вооруженных людей. Когда я спорил, они выстрелили в меня, я пытался защитить себя. Я вытащил пистолет и открыл огонь влево. Надир был справа. Хаган Зейналов сообщил, что они с Амиром Гамидли познакомились в отеле перед инцидентом, договорились вместе поехать в Стамбул 19 августа, а из-за вооруженного конфликта он сбежал из отеля и сел в машину Амира. Хаган Зейналов утверждение о том, что я получил $4 миллиона за убийство Надира Салифова, является клеветой. Надир – мой близкий друг. Я в него не стрелял. Полиция угрожала мне. У меня не было адвоката рядом. Поэтому мне пришлось принять первоначальное заявление, сказал он. Из задержанных обвиняемых, которые якобы забрали Хагана Зейналова на автомобиле перед отелем, Амир Гамидли также отверг выдвинутые против него обвинения. Перед инцидентом вместе с Алим Авламли, Расулом Гасановым и Ханымнисой Мамедовой приехали в Турцию на отдых, сказал Амир Гамидли. Ханымниса Мамедова эскортница. Я не знаю о ее предыдущих отношениях с Джамалом Гасановым. Я договорился с ней за $500, чтобы вместе отдохнуть в Турции. Сначала мы остановились в доме друга в Стамбуле. Потом мы приехали в Анталию. Хаган сообщил, что поедет в Стамбул 19 августа, и предложил поехать вместе. Я согласился. Кстати, так как Ханымниса Мамедова вмешивалась в некоторые мои действия, я поспорил с ней, отдал ей деньги и отправил. В ту ночь, когда это произошло, я приехал забрать Хагана. Хаган прибежал и сказал: «Мы спорили с Надиром. Уезжай, меня убьют». Мы остановились на заправке на выезде из Анталии, он был ранен, у него по спине текла кровь. «Пойдем в больницу», я сказал, он отказался. Полиция поймала нас в Денизли. В процессе другие обвиняемые также отрицали обвинения. После защиты адвокатов обвиняемых судебная коллегия приняла решение об освобождении одного из задержанных подсудимых Джамиля Килеша, а остальных о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и отложила заседание. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.